4 июня 44-го. Атлантика, далеко на юге, у западного берега Африки. Подбитая подлодка только что вылетела на поверхность, кренится, и команда прыгает за борт. Вода, спасательные жилеты, люди гребут прочь от тонущего железа. А с американского корабля в это время в воду уходят несколько моряков. И гребут они не как все, не от лодки. К ней. Туда, откуда только что бежали. Внутрь корпуса, который вот-вот уйдет под воду. Где темно, где плещет вода и где вполне может стоять заряд на самоликвидацию. Лодку положено топить вместе со всем, что внутри. Они это знают. И все равно лезут. Ради чего? Если совсем честно, ради нескольких железных ящиков, стопки книг и одной штуки, похожей на печатную машинку. За это потом будет медаль. И за это же потом будут молчать. Под подпиской, под угрозой трибунала почти год. Не только от газет, от своих. Вот это место мне до сих пор не очень понятно. Подвиг, который приказали спрятать. Что такого может лежать в брюхе вражеской подлодки, ради чего человек ныряет в нее за секунду до того, как она утянет его на дно, а потом об этом нельзя говорить даже семье? С этого и начнем. А лежать там может вот что. И это не торпеды. Мы привыкли думать про подводную войну как про охоту. Лодка вышла, выследила, торпедировала, ушла на глубину. Дуэль на нервах, кто кого первым услышит. Все так. Но рядом с этой войной все 20-е столетие шла другая, тихая. Охота не за лодкой, за тем, что у нее внутри. А внутри, если вдуматься, лежит куда больше, чем оружие. Шифровальные книги, кодовые таблицы, рабочие частоты связи, настройки шифромашины на конкретный месяц. Позже, ближе к нашим дням, устройство торпеды, схема реактора, баллистическая ракета целиком. Лодка — это, по сути, сейф, который сам ходит по океану и сам себя топит, если его пытаются вскрыть. И вот за этим сейфом гонялись яростнее, чем за самим кораблем. Тут есть одно правило. Я бы даже сказал, главное правило всей этой истории. И его лучше проговорить сразу, прямо, чтобы дальше все встало на места. Ценнее самой добычи — тайна добычи. Звучит как фокус со словами, но смысл простой. Допустим, ты добрался до шифров противника, до его кодов, до настроек. Пока он уверен, что лодка просто погибла, ушла на дно вместе со всем содержимым, ты читаешь его переписку и знаешь, куда он завтра пошлет конвой. Но стоит ему заподозрить, что лодку не потопили, а вскрыли и вынесли из нее сейф, он за сутки сменит шифры. Новые коды, новые частоты, новые настройки. И все, что ты добыл такой кровью, в одну ночь превращается в стопку бесполезной бумаги. Поэтому добытое не показывали, прятали. Иногда годами, иногда десятилетиями. Молчали не из вредности, а по холодному расчету. Молчание и есть половина трофея. Может, и большая половина. Я почему так на этом останавливаюсь? У меня был отдельный разбор «Корабли-призраки». Кто видел, тот помнит. И мы там в конце вышли на одну мысль, которая меня не отпускала. Что мы, люди, научились странному. Целые подлодки умеем поднимать со дна, с дикой глубины, ради железа внутри. А вот людей с поверхности теряем и концов не находим. Тогда я эту мысль просто обозначил и пошел дальше. А сегодня как раз про нее, про эту самую сторону. Поднимаем со дна. Зачем за этим лезли и, главное, какой ценой и кто за это в итоге платил. Если такие истории вам интересны, про флот, про разведку, про то, что рассекречивают спустя полвека, подпишитесь. Скажу честно, без ложной скромности. Вот так, по фактам, отделяя проверенное от баек, эти сюжеты мало кто разбирает. Обычно либо сухая справка, либо сенсация, от которой мороз по коже. А середины нет. И раз уж зашла речь про честность, давайте сразу договоримся, как мы это смотрим. История впереди такая, что в ней намешано 3 слоя. Есть факт, то, что подтверждено документами, рассекречено, сходится у разных источников. Есть версия, когда что-то рассказывает один человек или одна книга, а проверить нельзя. И есть миф, то, что наросло сверху, красивое, но недоказуемое. Я буду эти 3 вещи разделять вслух. Когда скажу «это факт», значит проверено. Когда есть версия, значит верьте осторожно. А где начинается миф, я честно скажу. Дальше я не ручаюсь. Так вот, этих тихих охот в нашей истории будет 3.
3 раза люди дотягивались до чужого сейфа, и каждый раз дерзость росла. Первый раз прыгнут в воду и заберут сейф прямо с поверхности, у врага из-под рук, среди бела дня. Второй поделят не территорию побежденной страны, а ее инженерные мозги, целую лодку, обогнавшую свое время. И тут будет наша, советская нить, без нее никуда. А третий раз замахнуться на такое, во что до сих пор трудно поверить. Будут поднимать чужую субмарину, целиком, со дна океана, с глубины около 5 километров. И начинать придется с того самого июньского дня 44 года, с людей, которые гребли не от тонущей лодки, а к ней. Кто они были и зачем именно полезли, вот с этого и пойдем. Они были американские моряки с эскортной поисково-ударной группы, бортовой номер 22-3. Авианосец сопровождения Гуадалканал и 5 эскортных миноносцев — Пилсбери, Поуп, Флаерти, Шатлин и Дженкс. Маленький подвижный отряд, который весной 44-го ушел из Норфолка в Атлантику ловить немецкие подлодки. Командовал им капитан Дэниел Галлери. И вот тут начинается, на мой взгляд, самое интересное в этой главе. Дело не в том, что Галлери ловил подлодки, этим занимались десятки таких групп. Дело в том, что он перед выходом отдал странный приказ. Обычная задача такой группы простая. Нашел, потопил. Точка. Лодка ушла на дно, экипаж, кого подобрали, кого нет, поставили галочку, пошли дальше. А Галлери на совещании со своими командирами незадолго до выхода говорит: «Будем пытаться поймать целиком. Если такая возможность мелькнет, не топим, заходим на абордаж». Звучит сегодня нормально, а тогда почти неслыханно. Дело даже не в том, что технически тяжело. Дело в самой идее. Поднимать с воды 800 тонн поврежденного вражеского корабля, который сам себя топит, не зная, заминирован он или нет, это не флотская работа. Это работа разведки руками флота. Но он приказал. И на всех 5 миноносцах, и на самом авианосце заранее, еще в порту, расписали абордажные партии. Кто полезет в случае чего, кто прикрывает, кто тащит документы. Прорабатывали как операцию, а не как «вдруг повезет». 15 мая 1944 года они вышли. Шли к Канарам, потом южнее, в районе мыса Зеленый, у западного берега Африки. Из союзной разведки им подсказывали, что где-то там работают немецкие лодки, по уже расшифрованным радиоперехватам, но точных координат не давали, только район. К этому моменту, кстати, англичане с американцами уже читали немецкий военно-морской шифр. Хорошо читали, очень хорошо. Запомните это. Это станет важным в следующей главе. 2 недели крейсировали впустую. Сонар молчат, авиация ничего не видит, топливо тает. 4 июня, воскресным утром, Галлери, по сути, сдался. Разворот на Касабланку, домой пополняться. И буквально через 10 минут после поворота доклад с Шатлин. Сонар-контакт. 800 ярдов по правому борту. Это и есть та лодка, которой потом погребут. Дальше все происходит очень быстро. Шатлин оказался почти вплотную к контакту, и это, как ни странно, чуть не сорвало атаку. Глубинные бомбы просто не успевают опуститься на нужную глубину, если ты прямо над целью. Поэтому первыми пошли хеджхоги, малые контактные заряды, выстреливаемые вперед по курсу. Истребители из Гуадалканала сверху указали точку, где видна тень, и уже следом Шатлин развернулся и положил серию глубинных бомб. Снизу одна попала почти прямо. Лодке повредила руль, заклинила поворот, в кормовые отсеки пошла вода. Внутри темнота, электрика встала, лодка теряет управление. Командир этой подлодки, обер-лейтенант Харальд Ланге, решает, что они тонут, и отдает приказ — наверх и за борт. Он же при этом сам ранен, и еще 2 его офицеров тоже. Команда поднимается на поверхность, кто-то открывает несколько забортных клапанов, чтобы лодка ушла на дно, но двигатели почему-то оставляют работающими. То ли в спешке, то ли потому, что вода уже залила пульт. И вот картина. Лодка с заклиненным рулем, с работающим винтом, на поверхности, без людей, ходит сама по большому кругу со скоростью около 7 узлов, как раненое животное. И в этот момент с Пилсбери в воду спускают шлюпку. В ней лейтенант, младший по званию, Альберт Дэвид, и с ним еще 8 моряков. Они гребут к этому раненому животному. Что они знают про него в эту минуту? Знают мало. Что внутри может быть человек, который не успел выйти. Что внутри почти наверняка стоят подрывные заряды.
У немецких подводников был жесткий приказ топить лодку самим, если ее могут захватить. Что сами клапаны, открытые при оставлении, уже работают, вода прибывает. В любой момент кормовая часть может перевернуть всю лодку и утянуть их вместе с ней. И еще одна простая мысль. Если внутри кто-то остался и нажмет кнопку, они уйдут на дно сразу с лодкой. Они все равно лезут. Дэвид первым спускается через рубочный люк. Темный, наклоненный, мокрый отсек. Тишина. Кроме звука прибывающей воды и работающих двигателей. На палубе один погибший немецкий моряк. Единственная смерть в этом бою. Имени я называть не буду, он не ключ к истории. Все остальные ушли. Лодка пуста. И вот теперь начинается то, ради чего они полезли. Они не сражаются, они работают. Закрывают забортные клапаны, чтобы прекратить затопление. Отключают подрывные заряды, а они там стояли и потом нашли не взорвавшийся, я об этом еще скажу. И параллельно собирают все, что бумажное, все, что металлическое, все, что похоже на технику связи. Карты, журналы, сейфы, запечатанные ящики. Поднимают наверх две шифровальные машины «Энигма», модели, которой пользовался немецкий подводный флот, с актуальными на тот момент роторами и установочными кодами. Поднимают кодовые таблицы, поднимают полные мешки служебных документов, снимают акустические торпеды, современные, самонаводящиеся, до которых союзники тогда еще не дотягивались. То есть забирают не просто шифр, забирают весь сейф. И отдельная деталь, от которой у меня каждый раз внутри что-то холодеет. Когда отсеки уже частично освобождены от воды, в одном из них находят подрывной заряд с запалом. Он не сработал. Просто не сработал. По одной из версий отсырел, по другой был неверно установлен в спешке. То есть все это время, пока Дэвид с 8 моряками собирал документы, под ними лежала бомба, которая должна была разнести лодку и не разнесла. Случайность. Технический брак. Сырая электрика. Лейтенант Дэвид за это абордажное погружение позже получит медаль почета. Единственный, кому ее дали за действия в Атлантике за всю Вторую мировую войну. Двое его моряков, что лезли вместе, получат военно-морские кресты. Командир инженерной партии, что потом пришла с Гуадалканала спасать лодку от затопления, орден заслуг. Это все впереди, и об этом, конечно, узнают далеко не сразу. Потому что дальше начинается часть, которую я, если честно, в этой истории люблю даже больше, чем сам абордаж. Лодку нужно куда-то тащить. Она еле держится на воде. Ближайший союзный порт, куда логично было бы зайти, Дакар. Французская Западная Африка, все под контролем союзников. По карте рукой подать. И вот тут Галери получает указание сверху, которое его, как мне кажется, немного огорошило. В Дакар нельзя. Категорически. Дакар — это порт, где по донесениям работают немецкие агенты, нейтральные наблюдатели, торговые суда под чужими флагами. Если туда привезти немецкую подлодку, пусть даже перекрашенную, пусть под чужим номером, кто-нибудь ее увидит. И через неделю об этом будут знать в Берлине. Поэтому приказ — тащить ее на Бермуды. По прямой это около 2500 миль через всю Атлантику. На буксире за авианосцем, потом за океанским буксиром Абнаки под охраной всей группы. С затопленными отсеками, с заклиненным рулем, с уровнем воды чуть ниже рубки. Лодка иногда буквально черпает воду через люк, и инженеры внутри ее бесконечно откачивают, лазая по машинному отделению вслепую, в темноте, в мазуте. Это самая длинная буксировка боевого корабля за всю войну. И всю эту дорогу, несколько недель, на кораблях группы держат полное молчание в эфире. Никаких победных радиограмм, никаких сообщений семьям. По сути, для внешнего мира этой операции не было. Лодки нет. Группа возвращается с обычного патрулирования. Ничего особенного. 19 июня 1944 года Шатлен, Гуадалканал, буксир и сама лодка тихо заходят в бухту Порт-Роял на Бермудах. Под охраной. В закрытую от посторонних глаз гавань. 58 немецких подводников, пленные. Они живы, и это уже на тот момент государственная тайна. Лодку перекрашивают, дают ей условное американское имя. Документы и «Энигму» под охраной отправляют дальше, в Вашингтон. А теперь то самое, ради чего я эту главу так раскладывал по полочкам. Кэптен Галлери прилетает с этой добычей домой и, по идее, должен ждать одного —
благодарности, повышения, мемуарного тура по Америке, подвиг невероятный, фактуру шпионского триллера, человеческая история, лейтенант с 8 моряками против тонущей лодки. Любой газетчик отдал бы за такую заметку правую руку. И что он встречает? Он встречает ярость командующего флотом. Адмирал Эрнест Кинг, главком ВМСС США, узнав о том, что Галлери сделал, рассматривает один сценарий — отдать его под трибунал. Не за то, что упустил, за то, что захватил. И вот это самая странная часть всей истории. Подвиг и преступление в одном и том же поступке. Как такое может быть? Что такого в этой добыче, что главком вместо медали думает о суде? С этим разбираемся в следующей главе. Дело в том, что Галлери на самом деле охотился не за тем, зачем думал. И не понял этого даже после захвата. Чтобы это объяснить, мне нужно сделать шаг в сторону. В Англию, в местечко Блэчли-Парк, в систему, у которой было закрытое имя «Ультра». К 1944 году это уже несколько лет как работало. Британские математики и криптоаналитики при участии американцев читали «Энигму». Не идеально, не каждое сообщение, не каждый день. Бывали провалы, когда немцы меняли что-то в схеме шифровальной машины, и связь обрывалась на неделе. Но в целом читали. Военно-морскую переписку, оперативные сводки, приказы по подводным силам. Читали. И вот тут начинается интересное. Если союзники уже читают «Энигму», то откуда тогда вообще берется легенда, что Ю-505 помогла ее взломать? А она берется и до сих пор гуляет. И в передачах, и в популярных книжках. Логично же. Захватили лодку с шифровальной машиной, значит, после этого начали читать. Красивая история, ровная. А правда обратная. Лодку поймали не для того, чтобы взломать «Энигму». Поймали с помощью того, что ее уже взломали. Те самые радиоперехваты, по которым Галлери знал, что в районе Канар и Зеленого мыса работают немецкие подводные группы, это и есть продукт «Ультры». В Вашингтоне сидел подсменный пост слежения за немецкими лодками. Ему по защищенному каналу шли расшифрованные тексты, и оттуда уже давали районы. Не точку, район, чтобы немцы не догадались, что их читают. Поэтому Галлери и плутал 2 недели по океану, поэтому и шел уже сдаваться на Касабланку. Ему дали где-то здесь, а не вот тут. И теперь главная мысль. Если ты уже читаешь чужую шифровку, то самое страшное, что может с тобой случиться, это чтобы противник заподозрил, что ты ее читаешь. Потому что в ту же ночь, как только заподозрит, он сменит роторы, сменит установочные коды, сменит распределение ключей по месяцам. И все. Ты слепой. Это и есть та ставка, на которой держалось все лето 1944 года. Потому что 4 июня — это не просто воскресенье в Атлантике. Это 48 часов до высадки в Нормандии. Через 2 суток в проливе Ла-Манш пойдут тысячи кораблей с американскими, британскими, канадскими войсками. Самая большая десантная операция в истории человечества. И весь ее план, кого высаживать, где, в какое окно по погоде, чем прикрывать, построен в том числе на том, что союзники читают немецкие радиограммы. Видят, куда немцы стягивают резервы. Видят, что немцы думают о ложных приготовлениях в Кале. Видят, что Гитлер не верит в высадку в Нормандии. Это все благодаря Ультре. И вот в эту самую секунду, за 2 суток до часа Ч, какой-то кэптен где-то у Африки по собственной инициативе лезет внутрь немецкой подлодки и тащит наверх 2 живые шифровальные машины и кодовые книги. Что произойдет, если хоть один человек на той лодке сумеет передать сигнал? Или если хоть один моряк из ее экипажа окажется через неделю в шведском порту и проболтается? Или просто, если в Дакаре, мимо которого как раз туда тащили бы, окажется свидетель? Произойдет ровно одно. В Берлине это услышат. И в тот же день немецкое командование подводными силами разошлет по всем лодкам. Смена настроек, внеплановая, полная. И в самый день высадки в Нормандии союзники перестанут читать «Энигму». Вот за это адмирал Эрнест Кинг, главком ВМСС США, и хотел отдать Галлери под трибунал. Не за то, что он не выполнил приказ. Приказ-то он, в общем, перевыполнил. А за то, что он не понимал, под что лезет. По одной из версий, Кинг буквально сказал что-то в духе «я бы его повесил». По другой «я думал его расстрелять или повысить». Эти формулировки гуляют по мемуарам, точную я ручаться не буду. Но суть оба раза одна. Подвиг и преступление в одном и том же поступке.
Потому что добычу теперь нужно было не показать, ее нужно было спрятать. И спрятать так, чтобы немцы продолжали верить. Ю-505 ушла на дно вместе со всем экипажем и всем содержимым. И вот тут начинается часть, которую я лично считаю настоящим подвигом всей этой операции. Подвиг был не в абордаже, подвиг был в молчании. Со всех моряков группы, а это сотни людей, взяли подписку. Не обычную, а с формулировкой, которую потом много раз пересказывали. За разглашение высшая мера. Никаких писем домой об этой операции. Никаких разговоров в баре в увольнении. Никаких намеков. Будто ничего не было. Лодку, как мы уже говорили, тащат на Бермуды, перекрашивают, дают ей условное американское имя — Немо, в честь капитана из Жюля Верна. Такая вот ирония флотских острословов. Корпус в закрытом доке. Документы и шифровальные машины срочно везут в Вашингтон для аналитиков военно-морской разведки. Часть материалов помогает уточнить настройки той же «Энигмы». Часть дает ход к акустическим торпедам, против которых придется срочно делать защиту. А 58 живых немецких подводников отправляют не в обычный лагерь военнопленных. Их везут в Луизиану, в лагерь Камп-Растон, и помещают в отдельный закрытый сектор. Отдельно от других пленных, без права переписки, без посещений Красного Креста, без отметки в обычных списках военнопленных. И вот тут то, что я в этой истории, наверное, считаю самым тяжелым местом. И это уже не про разведку. Это про людей с двух сторон. По правилам Женевской конвенции, плен — это не исчезновение. Семья имеет право знать. Через Международный Красный Крест проходят списки: жив, ранен, в каком лагере. По Ю-505 не прошло ни одной фамилии. Их в этих списках не было. Для всего внешнего мира те 58 моряков просто не существовали. Дальше. Августом 44-го по немецким архивам командование подводных сил отправляет семьям этих моряков извещение. Формулировка что-то вроде «должны считаться погибшими, как давно не вышедшие на связь». То есть две страны, противники, оказываются в одном и том же положении. Им обоим выгодно, чтобы эти люди числились мертвыми. Одна страна держит их живыми в тайне, другая официально хоронит, не зная правды. Государство закрыло доступ к правде сразу с двух сторон. И с американской, намеренно, и с немецкой, по незнанию. И так почти год. Молчат до самого конца войны в Европе. Только в мае 45-го, когда Германия уже капитулировала и смена шифров не имеет смысла, американская сторона делает официальное заявление. И только тогда родственники этих немецких моряков узнают, что их сыновья, мужья и братья все это время были живы, в Луизиане, здоровы. Через какие-то месяцы вернутся домой. Последние, по разным данным, добрались до Германии уже к 47 году. Если такие истории, где главная пружина не в выстреле, а в тишине, которая держалась год, вам интересны, подпишитесь на канал. Скажу так, настоящий подвиг здесь сделал не тот, кто полез в люк. Настоящий подвиг сделали те сотни моряков, которые потом этот люк год не открывали, даже в письмах своим женам. О таких вещах сегодня говорят редко и обычно мимо сути. И теперь, прежде чем закрыть эту историю, одна аккуратная сноска, которую я обещал еще в начале. Часто говорят, что Ю-505 — это первая в истории захваченная вражеская подлодка. Это не совсем так. Британцы, например, еще в 1941 году взяли Ю-110, и там тоже забрали шифровальные материалы, и тоже все засекретили. И были другие эпизоды у других союзников. Поэтому, чтобы не врать, формулировка строгая. Ю-505 — это первый случай, когда корабль военно-морских сил Соединенных Штатов захватил вражеский корабль в открытом море со времен войны 1812 года. Последний такой захват у американцев был в 1815, то есть пауза почти 130 лет. Только для американского флота, для союзников в целом нет, не первая. Хорошо, с Ю-505 мы, в общем, закрыли. Шифр на сезон достали, тайну удержали, людей спрятали. Все цели сошлись. Победа разведки. Но если задуматься, шифр, он же временный. Сегодня настройки одни, через полгода другие. Сегодня машина «Энигма», через 5 лет что-нибудь поновее. Ради этого, конечно, можно прыгать за борт, но это все-таки добыча на один сезон. А что, если охотиться не за этим, не за бумажкой, не за роторами, а за самой лодкой, за ее устройством, за ее корпусом, ее двигателем, ее идеей, за тем, как она построена,
чтобы потом на основе этого построить свою такую же. Через год после захвата Ю-505 война в Европе закончится, и на верфях рухнувшей Германии останется стоять кое-что куда более ценное, чем шифровальная машина. Целые подводные лодки, самые передовые на тот момент в мире. Лодки, опередившие свое время лет на 10. И за них уже начнется другая охота. Не одной ночью у мыса, а годами, по верфям, по конструкторским бюро, по чертежам. И в этой охоте впервые громко прозвучит «наша». Прозвучит, потому что в этот раз приз достался не одним американцам. Май 45-го. Германия капитулировала. Союзные войска входят в ее портовые города — Гамбург, Киль, Бремен, Данциг. И вот тут впервые становится понятно, что главный приз войны лежит не в столице. И даже не в архивах ведомств, он лежит у воды. На стапелях, в сухих доках, в полузатопленных бункерах, в виде огромных черных обтекаемых корпусов, у которых даже силуэт не похож на то, к чему привыкли в этой войне. Это были новые немецкие подлодки, тип номер 21. Сами немцы называли их электролодки, электробот. И вот здесь мне нужно остановиться, потому что иначе непонятно, почему за этими железками устроили такую драку. До этого всю войну, и первую, и вторую, и вообще с самого начала века, подводная лодка по своей сути была что? Надводный корабль, который умеет ненадолго прятаться под воду. Идет на дизелях по поверхности, нашел цель, нырнул на электромоторах, выстрелил, сразу обратно, на воздух, иначе батарея сядет за несколько часов. Под водой она глухая, медленная и долго там жить не может. Это, по сути, ныряющий миноносец. А тип 21 — это уже не он. Это первая в истории лодка, спроектированная наоборот, жить под водой постоянно и только в редких случаях подходить к поверхности. Не нырнуть и спрятаться, а спрятаться и иногда нырять обратно за воздухом. Что для этого было сделано? Во-первых, гигантская батарея. По массе и емкости примерно втрое больше, чем у обычной немецкой «семерки», основной рабочей лодки войны. С такой батареей можно идти под водой дни напролет, не выскакивая на поверхность. Во-вторых, обтекаемый корпус. Не корпус надводного корабля с надстройками, антеннами, торчащим орудием, а гладкая капля, заточенная под движение в воде. Никаких лишних деталей сверху. От этого подводная скорость 17 узлов. Запомните цифру. 17 узлов под водой. У обычной «семерки» подводный ход 4, максимум 7. То есть тип 21 под водой шел быстрее, чем все ее охотники по поверхности. Эсминец, противолодочный корвет, она от них уходила, просто прибавив скорости и не показываясь. И третье. Шноркель. Это, если совсем по-простому, дыхательная труба для лодки. Длинная, выдвижная, через нее лодка дышит, оставаясь под перископной глубиной. Дизели работают, заряжают батарею, в отсек идет свежий воздух, и при этом сама лодка снаружи почти невидима. Над водой тонкая палка. Поди заметь ее ночью в волну с самолета. До этого, чтобы зарядить батареи, лодка обязана была всплыть полностью и часами стоять голой на поверхности. Самый опасный момент за весь поход. А с шноркелем все. Можно неделями не показываться. Сложите эти три вещи вместе — большая батарея, гладкий корпус, шноркель — и получите не улучшение старого, получите другой класс корабля. Подводная лодка, которая впервые в истории стала по-настоящему подводной. И вот тут начинается то, что я в этой истории называю про себя горький парадокс инженерии. Когда я в эту тему лез, у меня в голове сидел расхожий миф, будто бы тип 21 — это вот то самое оружие возмездия, которое, попадя оно в руки немцев на год раньше, переломило бы войну в Атлантике. Так часто говорят. И, кстати, тон у западных же авторов в этом совершенно неуверенный. Кто пишет «победило бы», кто «не победило бы», но затянуло бы войну надолго. Честный угол здесь такой. Идея гениальная, а исполнение сырое. Эти лодки делали в спешке, в условиях разваливающейся экономики под бомбежками. Чтобы быстрее, корпуса собирали из готовых секций, как конструктор. Разные секции на разных заводах. Кто-то делал нос, кто-то кормовую часть, кто-то отсек с батареей. И потом все это сводили на главной верфи. Идея хорошая, ускоряла сборку в разы. Проблема в том, что заводы, которые это варили и клепали, никогда раньше с подлодками не работали. Швы давали трещины. Гидравлика, отвечавшая за рули и торпеды, постоянно подводила.
По послевоенным тестам, которые проводили и американцы, и британцы, и наши, лодка оказалась хрупкой, ненадежной, требующей постоянного ремонта. Часть систем под боевую нагрузку просто не вытягивала. Сколько же их успели построить? По разным сводкам, к концу войны Германия сдала или передала флоту порядка 118 корпусов этого типа. Цифра внушительная. Но из них в реальный боевой поход успела выйти одна. Одна. Подлодка Ю-2511 в самом начале мая 45-го у берегов Шотландии вышла на британский крейсер на дистанцию торпедной атаки и не выстрелила. Потому что в эфире уже зачитали приказ о капитуляции. Она просто красиво ушла, никем не замеченная, и сдалась. Это, в общем, и все боевое применение лодки, обогнавшей свое время. Это не вундерваффе, которая выиграла бы войну. Это концепт будущего, который не успели довести. И вот за этот концепт, за эти 118 корпусов и за весь технический архив к ним, победители друг с другом и поделились. Не вполне дружелюбно. По Потсдамскому соглашению летом 45-го договорились так. Оставшиеся немецкие подлодки распределяются между США, Британией и СССР, плюс еще немного Франции. По несколько штук каждой стороне для изучения, а подавляющую часть уничтожить, чтобы технология не разошлась по миру. И вот эта вторая часть превратилась в отдельную операцию. У англичан она получила имя Deadlight, то есть, грубо говоря, глухое окно, морской термин, такая глухая крышка иллюминатора. В конце 45-го и начале 46-го больше 100 немецких подлодок, в том числе несколько типа 21, выводят в Северную Атлантику, к берегам Северной Ирландии, и там методично топят, по одной. Расстреливают, подрывают, открывают Кингстоны. Они до сих пор там, на дне. Несколько из них уже в 2000-х нашли подводные археологи. Лежат в неплохой сохранности, как памятник самой идее, опередившей время. А остальное, то, что оставили себе, разбирали и изучали. С США взяли две лодки — Ю-2513 и Ю-3008. Гоняли их в Атлантике, замеряли все подряд. Скорость, шум, время погружения, поведение на разных глубинах. В ноябре 46-го на Ю-2513 спускался лично президент Гарри Труман. Лодка с действующим президентом США на борту нырнула где-то до 130 метров. Это помимо чисто исторической сцены, еще и политический жест. Смотрите, насколько уверенно мы в этой немецкой технологии разобрались. Британцы получили 5 лодок и изучали их у себя на верфях. Французы — одну. И, что мне опять же любопытно, эта одна у французов получила нормальное имя — Ролан Марио. И потом еще больше 20 лет служила во французском флоте. Ходила боевыми походами в Средиземном море, участвовала в Суэцком кризисе 56-го года и доходила в строю до 67-го. То есть инженерия немецкой лодки 45-го года уверенно служила в 60-е. Это к вопросу про «опередило время». И 4 лодки получил Советский Союз. Конкретно Ю-2529, Ю-3035, Ю-3041 и Ю-3515. Под нашими номерами они стали Б-27, Б-28, Б-29 и Б-30. Последняя позже сменила обозначение на Б-100. Всего 4. По официальной части Потсдама ровно 4. И вот тут есть нюанс, на котором я хочу остановиться отдельно, потому что без него вся следующая глава не сходится. Дело в том, что западная разведка все послевоенные годы была абсолютно уверена. У Советского Союза этих лодок не 4. У него их сильно больше. По оценке Американского объединенного комитета начальников штабов на январь 48-го, у советского флота на руках уже около 15 боевых корпусов типа 21. И еще под 40 штук, по их расчетам, мы можем достроить из заделов в течение 1,5 лет. Откуда такая уверенность? Оттуда, что в конце войны Красная Армия взяла Данциг, а Данциг — это была одна из главных сборочных площадок типа 21. И на этой площадке вместе с верфью к нам попали недостроенные корпуса, готовые секции, чертежи, оборудование, специалисты. Не одна лодка, не 4. Целая инфраструктура для постройки подводного корабля будущего. Что с этим всем сделали? Отдельная и, на мой взгляд, недооцененная в популярной истории глава. Потому что именно из нее растет послевоенный советский подводный флот. Не из показных Б-27, а из того, что в Данциге попало нам в руки в виде заводских узлов и технических руководств. И вот тут будет важно проговорить честно.
Где этот трофей у нас работал, а где у нас был самостоятельный проект, которому немецкий опыт просто помог. Потому что в популярных рассказах эту границу любят размывать в обе стороны. На Западе русские все скопировали, у нас иногда никакого немецкого влияния не было, все свое. Ни одно, ни другое неверно. Поэтому в следующей главе спокойно, по фактам, как из чужой опередившей время лодки, вырос наш собственный, уже массовый подводный флот холодной войны. Без хвастовства и без обиды. Сделали с этим всем масштабно. Но не быстро и не очевидно, как это иногда подают. Если коротко, к началу 1946 года в Советском Союзе уже шла своя работа над послевоенной средней подлодкой. Проект под номером 608, его вело Центральное конструкторское бюро в Ленинграде, ЦКБ-18. Работали по довоенным еще представлениям. Улучшенная классическая лодка, потомок щук, ныряющий миноносец. Чертили, считали, спорили о компоновке, и тут им на стол ложатся материалы по немецким трофейным лодкам. Это, как мне кажется, один из тех моментов, когда у конструктора, в общем, все переворачивается. Ты сидишь, рисуешь нормальную, добротную, но в целом уже привычную лодку, и вдруг видишь чужие чертежи, по которым лодка устроена принципиально иначе. У нее батарея почти втрое больше, корпус гладкий, есть труба, через которую она дышит, не всплывая. И под водой она идет быстрее, чем твоя на поверхности. И ты понимаешь, что то, что ты сейчас чертишь, к моменту, когда оно выйдет с верфи, уже устареет. В августе 1946 года техническое задание пересматривают. Не по мелочи, полностью. Старый проект 608, по сути, закрывают, а на его месте начинают новый, проект 613. И вот это и есть тот самый момент, когда в советскую подлодку приходит немецкая школа. Что именно приходит? Двухкорпусная схема. Наружный легкий корпус и внутри прочный. В нижней части то самое сечение восьмеркой, в которой идет большая батарея. Шноркель. У нас его называли РДП. Устройство для работы дизеля под водой, чтобы дизели могли крутить заряд батарей и тянуть лодку, а сама лодка при этом оставалась на перископной глубине. Идея заточить корпус под движение под водой, а не на поверхности. Все три ключевые вещи. Оттуда. Но, честно, на этом копирование и заканчивается. И вот тут нужно очень аккуратно. Потому что на Западе любят сказать, русские взяли немецкую лодку и просто перерисовали ее под себя. А у нас иногда наоборот. Никакого немецкого следа, все свое, с нуля. Ни первое, ни второе не сходится с тем, что было. 613. Лодка не копия типа 21. Она меньше его раза в полтора по водоизмещению. Она проще устроена. У нее нет немецкого ужаса с префаб-секциями, которые на чужих заводах варили в кривь и в кось. Ее специально перерабатывали под советские судостроительные мощности — Горький, Николаев и так далее. Чтобы массово, по-человечески, без героизма можно было поставить серию. Это другая задача и другая инженерная философия. От немцев взяли идею, а реализацию делали свою. Параллельно с 613-м, с тем же оглядом на немецкий опыт, идет еще один проект — Большая океанская лодка, 611. У нас ее знали по индексу, а на Западе ее назовут Зулу. Она крупнее, она для дальних автономных походов. Базируется на севере, на Кольском полуострове, и ходит на боевую службу далеко за пределы своих вод, в Атлантику, к экватору. На флоте у нее было полуофициальное прозвище — «Длинная рука Москвы». Меня в источниках это, признаться, зацепило. Лодка, которая не сторожит свои берега, а уходит за тысячи миль, и это уже у нас в конце 40-х, начале 50-х. 611-х построят порядка 26 единиц, тоже немало. Но настоящая массовая история — это все-таки 613-й. 13 марта 1950 года в Горьком на заводе номер 112 «Красная Сормова» закладывают головную лодку серии. Имя у нее С-80. Запомните, кстати, это имя — С-80. К ней мы еще вернемся в других историях канала. У нее будет своя, очень нелегкая судьба, и совсем не та, на которую ее закладывали. Но не сегодня. Сегодня про серию. В декабре 51-го первая лодка уже в строю. А дальше конвейер. С 51 по 57 год, это всего 6 с лишним лет, флот получает 215 таких подлодок. 215.
Цифру, наверное, имеет смысл проговорить вслух, потому что глазом она проскакивает, а вдуматься голова кругом. В среднем новая боевая подводная лодка каждые 5 дней. В пиковые годы по 70 с лишним единиц в год. Это уже не штучная сборка, это поточное производство, как у автомобильной отрасли. Делают их на 4 заводах. Красная Сормово в Горьком, больше половины серии, около 115 корпусов. Имени Орджоникидзе в Николаеве, еще 76. На Балтийском и на Судомехе в Ленинграде, десятки. По одной отдельной партии на Ленинском Комсомольце в Комсомольске-на-Амуре на Дальнем Востоке. То есть фактически вся страна 4 часовых пояса работает на одну серию. И, что я считаю важным сказать прямо, это уже не трофей. Трофейные 4 корпуса от Потсдама стоят где-то на испытаниях. На них что-то меряют, потом их превратят в учебные, потом сдадут в утиль. А вот эти 215 корпусов — это уже хребет советского подводного флота на следующие 15-20 лет. И вот еще деталь, которую я лично, когда наткнулся, перечитал 3 раза, потому что не поверил. Эти лодки служили так долго и оказались такими массовыми, что в 1989 году, на излете уже всего советского, часть списанных корпусов проекта 613, 17 штук, отдали компании Pepsi-Cola в оплату за поставки в Союз их продукции. Сняв с лодок, разумеется, все вооружение. Подводная лодка как валюта. Каждая, по разным оценкам, обошлась компании в $150 тысяч того времени. Лодки потом распилили на металл, уже в Норвегии. Если такие штуки про наш флот, не про парадные знамена, а про то, как на самом деле все было, со своими и победами, и нелепостями, вам интересны, подпишитесь. Скажу прямо, про наш подводный флот честно, без хвастовства и без очернения, в интернете говорят очень мало. Обычно либо мы всех порвали, либо они все у немцев скопировали. А правда, как всегда, посередине, и она интереснее любой крайности. Это, кстати, и есть мой ответ на главный вопрос предыдущей главы. Помните, я говорил, а зачем за этот тип 21 все 4 державы держались так крепко? Ну, доставали с верфей, не дали потопить, перегоняли через океаны на свои военно-морские полигоны, тратили на это годы. Вот зачем. Не потому, что немцы построили чудо-оружие, а потому что немцы первыми придумали, как должна выглядеть подводная лодка вообще. Не на одну войну, на следующие 30-40 лет. И как только эта идея вышла наружу, ее немедленно переняли все, кто мог. Американцы прогнали через программу модернизации свои дизельные флитбоаты, переделав им и корпус, и батареи. Англичане сделали из этого свою серию. Французы взяли одну лодку и просто служили на ней в живом флоте до 67-го. А мы поставили серию. Самую массовую советскую серию вообще и одну из самых массовых подводных серий 20 века. Одной лодки, типа 21, хватило, чтобы перепрошить всем сразу подводное мышление на следующие 10-15 лет. Это и есть охота за чертежом, а не за шифром. Добыча не на сезон, а на эпоху. И, казалось бы, потолок дерзости. Куда выше можно прыгнуть? Шифры берут с тонущих лодок, чертежи берут с верфей и из конструкторских бюро. Что вообще остается следующим уровнем? А остается, если вдуматься, только одно. Если враг свою лодку все-таки сумел утопить и спрятать там, куда ты не дотянешься, вот тогда и начинается следующая ступень. Потому что в следующей истории за лодкой полезут не на поверхность и не на верфь, а на дно океана. На глубину, на которой человеческое тело давно превратилось бы в кашу. И это уже будет история не про их охоту за чужим, а про нашу пропавшую лодку и про то, что американцы с ней сделали раньше, чем мы успели ее найти сами. Наша лодка. Это надо проговорить отдельно, потому что в этой третьей истории советская страна впервые в нашем сюжете оказывается не охотником, а тем, у кого охотятся. Подлодка называлась К-129. По официальной классификации проект 629А. На Западе ее тип обозначали кодом «Гольф». Дизель-электрическая, не атомная. Первое советское поколение лодок, которое умело пускать баллистические ракеты из подводного положения. Внутри ограждения рубки 3 ракетных шахты, в каждой по одной баллистической ракете Р-21 с ядерным боезарядом. Плюс 2 торпеды, тоже с ядерным снаряжением в торпедных аппаратах.
То есть это не торпедная лодка для охоты на конвои. Это, по сути дела, стратегический ракетоносец, который должен прятаться в океане и в случае большой войны нанести удар по чужому берегу. Базировалась она на Камчатке. В бухте Крашенинникова, в поселке Рыбачий. Сегодня это уже часть города Вилючинск. Командовал ею капитан первого ранга Владимир Иванович Кобзарь. По всем отзывам сослуживцев, очень опытный, спокойный подводник. На момент того похода ему было 37 лет. Старший помощник, капитан второго ранга Александр Михайлович Журавин, тоже не новичок. И вот тут деталь, которая меня в этой истории, скажу честно, зацепила больше, чем сама математика похода. Поход был внеплановый. Лодка возвращалась с предыдущего боевого дежурства совсем недавно, 1,5 месяца назад. Матчасть требовала ремонта, штатный экипаж — отпусков. Половина людей уже разъехалась, поэтому, когда пришел приказ выходить, состав пришлось добирать. Кого-то прислали с других лодок. К части офицеров и матросов добавили группу обучающихся. То есть на боевую службу с ядерным оружием на борту уходил не полностью свой слаженный экипаж, а наполовину сборный. Они вышли 24 февраля 1968 года. Задача — пройти скрытно на юг до 40 градуса северной широты и повернуть на восток, в район примерно к северу от Гавайских островов. В случае ухудшения международной обстановки лодка должна была там же, в указанном районе, ждать команды на пуск. Возвращение в базу 5 мая. 26 февраля. Короткий сеанс связи. Лодка всплыла на перископную глубину, передала радиодонесение по шифру «Все в норме, идем по графику». Это последний раз, когда с борта пришел человеческий голос. Точнее, даже не голос. Короткий зашифрованный набор знаков на бумажной ленте в радиорубке штаба флота. Следующий сеанс — 8 марта. Этот день, в общем, и сам по себе для нашей страны особый. 8 марта 1968. По всей стране праздник. Мужья поздравляют жен, дети — матерей. У жен и матерей 100 с лишним моряков с базы в Рыбачьем обычное ожидание, как всегда. Вернется, привезет, расскажет. В этот день лодка на связь не вышла. На центральном командном пункте военно-морского флота сначала ждут. Возможно, поломка на радиопередатчике, возможно, плохое прохождение волн. Через несколько часов повторный сеанс по запасной частоте. Тишина. К вечеру по флоту объявляют тревогу. Дальше то, что в наших историях про флот, к сожалению, повторяется снова и снова. Поднимает разведывательную авиацию. По разным данным, совершает больше 280 вылетов в район предполагаемой гибели. В океан выходят десятки кораблей, спасатели, океанографические суда, даже ледокол. По одним сводкам около 30 вымпелов, по другим заметно больше. Ищут квадрат за квадратом, неделя за неделей. 73 дня поисков. Не находят ничего. Ни обломка, ни масляного пятна, ни одного сигнала аварийного буя. По официальной формулировке 30 июля 1968 года К-129 выводится из состава флота. По неофициальной лодки, что называется, больше нет. Семьям, а это по подтвержденным данным 98 моряков, по другим оценкам около 100, приходит казенная бумага. Короткая. Признан умершим. Без объяснения причин, без указания где, без указания когда. Океан большой, страна большая, государственная тайна больше океана и страны вместе взятых. Имена этих моряков долго не появятся ни в одном открытом списке. Реабилитация и публичная фиксация судьбы экипажа произойдут только в 90-е. Указ о посмертном награждении всего экипажа орденами мужества будет подписан в 98 году, через 30 лет после похода. И вот тут небольшой контекст, который, как мне кажется, делает всю эту историю еще более странной. 68 год — это вообще, если присмотреться, какой-то непонятный год для подводного флота во всем мире. В январе в Средиземном море пропала французская подлодка «Минерв» со всем экипажем. Причину так толком и не нашли. В том же январе бесследно исчезла израильская подлодка «Дакар». Ее обломки случайно обнаружат только в 99-м, через 30 с лишним лет. В марте — наша. А 21 мая, все того же 68-го, в Атлантике, при возвращении из Средиземного моря, погибнет американская атомная подлодка «Скорпион». Тоже со всем экипажем. Я нарочно проговариваю это как совпадение, без всяких теорий заговора. Никаких единых причин у этих катастроф не было. Лодки разных стран, разных типов, в разных морях.
По разным версиям погибли каждая по-своему. Но факт остается фактом. За один год 4 подводные катастрофы. Океан в 68-м, по выражению одного американского историка, съел свою норму. И вот в этом ряду наша К-129 единственное, чье место наши не нашли. Французы потом нашли свою, израильтяне свою нашли через 30 с лишним лет. Американцы свой «Скорпион» нашли тем же летом, а мы — нет. Зато ее нашли американцы. И вот здесь, по-моему, начинается самое тихое и самое холодное место всей этой истории. Не катастрофа, а то, что было после нее. Объясню, как это технически могло произойти. К концу 60-х американцы развернули в Тихом и в Атлантическом океанах систему под названием SOSUS, сокращение от «звуковая система наблюдения» в их флоте. Если упростить, это сотни специальных подводных микрофонов-гидрофонов, лежащих на дне в стратегических точках. К ним по кабелям тянется связь с береговыми станциями. Эти гидрофоны слушают океан круглые сутки. У них есть своя память записей. Записи идут на катушки и хранятся. И вот когда американская разведка увидела, как над одной точкой посреди Тихого океана внезапно собралась куча советских кораблей, ледокол и авиация, она сделала простой вывод. У русских что-то пропало. И стала проверять записи СОСУС за начало марта. И нашла. На записях с разных гидрофонов нашелся характерный звук — короткий хлопок, похожий по сигнатуре либо на взрыв, либо на резкое разрушение прочного корпуса под давлением воды. По первоначальным данным, 8 марта. Позже, при более тщательном анализе, эксперты заговорят и о других звуках, вторичных взрывах внутри корпуса уже 11 марта, когда лодка, вероятно, лежала на запредельной для нее глубине. То есть, возможно, между событиями прошло несколько дней. Какие именно, единой версии до сих пор нет. Я ручаться не буду. Дальше простая геометрия. Сигнал пришел на несколько гидрофонов в разное время. По задержкам между ними американцы методом триангуляции сузили район с точностью до примерно нескольких миль. По их картам это получилось примерно 600 миль к северо-западу от острова Мидуэй, ровно на середине Тихого океана. Где-то на полпути между Гавайями и нашими северными Курилами. И в этот квадрат из Пёрл-Харбора выходит подводная лодка специального назначения, атомная, по имени Хелибат. В переводе примерно палтус. Такая большая плоская рыба. Только эта лодка к рыбалке имела очень опосредованное отношение. Ее специально переделали из обычной ракетной подлодки в разведывательную для тонкой работы по чужому подводному имуществу. У нее на тросе был спущен аппарат, который у американцев назывался «фиш» — рыба. Маленькая, без экипажа, с прожекторами и фотокамерами. Эта рыба опускалась на тросе на огромную глубину, под 7 километров, а нужно им было около 5, и снимала все, что попадало в свет. В августе 1968 года, после нескольких недель поисков, Хелибат подошла в указанный район, спустила свою рыбу. И на одной из пленок, а отсняли их тысячи кадров, на дне Тихого океана, на глубине около 5 километров, появился лежащий корпус нашей подлодки. Разломленный, с повреждениями в передней части, где были ракетные шахты. Они нашли К-129. Через несколько месяцев после того, как наш флот безрезультатно прекратил поиски. Картина, по сути, такая. На дне Тихого океана, на 5 километрах глубины, лежит наша лодка с нашими моряками, с 3 ядерными ракетами в шахтах, с 2 ядерными торпедами в аппаратах и с шифрами связи советского флота в сейфе командирской каюты. А на поверхности, в Москве, экипаж числится без вести. В семьях короткие казенные признан умершим. А в Лэнгли, в штаб-квартире американской разведки, лежит толстая папка с фотографиями этого корпуса. И там же, в этой папке, начинают все чаще проскакивать одни и те же слова. Что было бы, если бы ее оттуда достать? Глубина 5 километров. Сравнить, пожалуй, не с чем. В 5 километров может уместиться сам Эльбрус, и над его вершиной останется еще с полкилометра воды. Никто никогда никаких подобных тяжестей с такой глубины не поднимал. На море с этим даже близко не работали. Это по всем учебникам конца 60-х было невозможно. Но в этой папке, в Лэнгли, кто-то начинает считать, а что если возможно? И вот про это «что если» следующая глава. Возможно, в этой папке считали не один год. И когда посчитали, получилось что-то на грани безумия. Замысел был такой.
поднять К-129. Ни кусок, ни фрагмент. Лодку. С глубины около 5 километров. Целиком, если выйдет. Чтобы понять, насколько это дикая идея для конца 60-х, у самих американцев из разведки ходил один образ, и он, на мой взгляд, лучше любых цифр. Представьте небоскреб. И вот с его крыши вы спускаете вниз на улицу стальной трос. Тонкий по сравнению с высотой здания. На конце захват. Этим захватом, не видя его, по приборам, на ощупь, вы должны подцепить на тротуаре легковой автомобиль, полный золота, и аккуратно, не уронив, поднять его обратно на крышу. А теперь добавьте, что небоскреб этот качается на ветру, потому что наверху не крыша, а палуба корабля в открытом океане. Вот это и есть Азариан. Само имя Азариан мы узнали поздно. Его рассекретили только в 2010 году, спустя почти 40 лет. А до этого вся история ходила под другим названием — Дженнифер. И вот тут любопытная мелочь. Дженнифер — это вообще не имя операции. Это название режима секретности, системы доступа к документам. Журналисты в 70-х ухватили это слово. Оно попало в газеты, прижилось, и десятилетиями вся затея называлась чужим, ошибочным именем. Так что если вам где-то попадется проект Дженнифер, знайте, что это, по сути, газетная опечатка истории, которая прожила 40 лет. Теперь, как это вообще можно спрятать? Потому что главная проблема даже не в инженерии. Главная проблема в том, что подъем такого размера не спрячешь под брезентом. Нужно строить гигантское специальное судно. Открыто, на верфи, у всех на глазах. И как-то объяснить миру, зачем тебе посреди океана висит на тросах конструкция размером с дом. И вот тут рождается одна из самых красивых легенд прикрытия в истории разведки. Я когда в это вник, у меня было пополам два чувства. Оторопь и, не скрою, что-то вроде восхищения чужой наглостью. В дело вводят имя. Говард Хьюз. Миллиардер, авиатор, кинопромышленник и к тому моменту знаменитый затворник, человек-загадка, о котором ходили слухи один другого страннее. Он годами не показывался на людях. Идеальная фигура. От него можно ждать чего угодно, и никто не удивится. И вот от имени Хьюза объявляется, что он вкладывается в новую фантастическую отрасль — добычу полезных ископаемых прямо со дна океана. Здесь нужно пояснить, потому что сегодня это звучит как выдумка, а тогда было полуправдой. На дне глубоких океанов действительно лежат так называемые марганцевые конкреции. Если по-простому, темные комки, размером с картофелину, наросшие за миллионы лет вокруг какой-нибудь песчинки. И в них марганец, никель, медь, кобальт. Целые поля таких картофелин на глубине в несколько километров. В 60-е и 70-е вокруг этого был настоящий ажиотаж. Казалось, вот-вот, и человечество начнет пылесосить дно океана, как новый Клондайк. То есть легенда ложилась на реальную деловую мечту эпохи. И это, на мой взгляд, гениальный ход. Самая убедительная ложь — та, в которую человек хочет поверить сам. И прикрытие сработало даже слишком хорошо. Объявление о том, что Хьюз идет добывать конкреции со дна, породило цепную реакцию. Другие компании, другие страны всполошились. Если уж сам Хьюз туда полез, значит, там деньги. И начали вкладываться в глубоководную добычу всерьез. То есть фальшивка ЦРУ невольно запустила настоящий промышленный бум, который еще долго потом гремел. Деньги вкладывали в то, чего на самом деле не было. Под эту легенду строят судно. Glomar Explorer. Огромное, длиной под 200 метров. С виду, да, эдакий плавучий завод по добыче руды. А внутри машина для одной единственной задачи. Ключевая ее часть — то, что назвали лунный бассейн. Это шахта прямо в днище корабля. Гигантский колодец внутри корпуса, который открывается вниз, в воду, так что снаружи ничего не видно. Вся работа с тросом и грузом идет там, в брюхе судна, скрытое от чужих глаз. Подняли что-то с 5 километров, и оно входит не на палубу на виду, а в этот внутренний колодец. Никто со стороны, даже с борта проходящего рядом корабля, не увидит, что именно ты достаешь из океана. А на конце троса — захват. Гигантская стальная клешня, которую инженеры между собой прозвали ласково «Клементина». Она должна была опуститься на 5 километров, обхватить корпус лежащей лодки снизу, как ладонь обхватывает упавшую вещь, и держать ее всю дорогу наверх. Сам трос — это, по сути, колонна из стальных труб, которую наращивают секция за секцией, как удочку до неба. Сколько все это стоило?
По рассекреченным данным, порядка 800 миллионов долларов того времени, 70-х годов. Если очень грубо переводить на сегодняшние, это миллиарды на подъем одной чужой лодки. И тут стоит на секунду остановиться и оценить саму логику. Ради чего такие деньги? Лодка-то старая, дизельная, не последнего слова техники. Ракеты на ней известного американцам типа. Казалось бы, зачем? А затем же зачем и все в этой истории. Не за железо, за содержимое, за шифровальную аппаратуру и кодовые книги советского флота, которые лежали в том корпусе, за ядерные боеголовки, чтобы понять, как они устроены, за сам факт заглянуть внутрь чужого стратегического оружия. 800 миллионов за это, видимо, считали приемлемой ценой. Снова то самое правило: ценнее всего содержимое сейфа. И снова, как и в самой первой истории, главным условием была тайна. Если бы Советский Союз узнал, что американцы целенаправленно поднимают К-129, он сменил бы все скомпрометированные шифры, и весь смысл операции обнулился бы. Поэтому весь Гломар Explorer, вся легенда про Хьюза и Конкреции, весь лунный бассейн, все это было выстроено ради одного, чтобы достать сейф так, чтобы хозяин сейфа не догадался, что в него лазили. Если такая дерзость на грани гениальности и абсурда вам по душе и хочется еще таких разворотов, где история круче любого шпионского романа, подпишитесь. Подобное на спокойных тонах, без крика и сенсаций, в сети разбирают редко. Теперь честная оговорка, без которой нельзя. Дальше, вокруг Азариана, начинается зона, где документ кончается и начинается миф. Официальная, рассекреченная в 2000-е версия одна, но рядом с ней живут книжные версии. Самая громкая у автора по фамилии Сьюэлл, который утверждал, что на самом деле подняли почти все, и что там было какое-то особое чрезвычайное происшествие, о котором умолчали. Я эту версию отмечаю прямо. Она не подтверждена. Это книга, это интерпретация, это тот самый второй слой, который всегда нарастает на громкую тайну. Где факт, я говорю факт. Здесь версия. Верить ей или нет, решайте сами, но, как доказанное, я ее не подаю. А факт на этот момент такой. Прикрытие построено. Бум вокруг Конкреции гремит. Гломар Explorer с лунным бассейном в брюхе и Клементиной на тросе выходит в Тихий океан и встает ровно над той точкой, где на 5 километрах лежит наша лодка. Дальше остается самое простое на словах и самое немыслимое на деле. Опустить 5 километров стальных труб вниз и попробовать поднять. Получилось у них или нет, в следующей главе. Лето 74 года. Лето 74 года. Гломар Explorer выходит в Тихий океан и встает над точкой. По разным данным, на место он пришел в первых числах июля. И начинается работа, которой по всем расчетам того времени не должно было получиться. Из лунного бассейна в днище вниз пошла колонна, секция за секцией стальных труб, которые свинчивали прямо на борту и опускали в шахту, наращивая вглубь. Почти 3 мили вниз. На конце — Клементина, та самая клешня, которая должна была опуститься на дно в полной темноте, по приборам, найти лежащий корпус и обхватить его. И вот что меня в этой части истории всегда поражало больше самого подъема. Они были там не одни. Почти все время рядом дежурили советские корабли. То буксир, то океанографическое судно. Подходили, наблюдали, обходили вокруг. Потому что с точки зрения нашего флота картина была абсурдная. Посреди океана, на месте, где по картам ничего нет, ни месторождений, ни смысла, торчит огромное американское судно. И стоит. Не идет дальше. Не ловит рыбу, не бурит ничего полезного. Просто стоит над пустой, как им казалось, водой. Неделю, 2, месяц. Представьте состояние команды Гломара. Ты на 5-м километре троса держишь чужую подлодку. Любое резкое движение, любой шторм, любая ошибка, и все сорвется. А в полумиле от тебя ходит советский корабль, и ты не знаешь, что у них на уме и что они поняли. И при этом тебе нельзя ни ускориться, ни занервничать, ни выдать ничем, что ты тут делаешь что-то важное. И они держали лицо. Когда один из советских кораблей подошел совсем близко, и, по некоторым данным, над Гломаром завис вопрос, не высадят ли досмотровую группу, на палубе специально нагромоздили ящики и оборудование, чтобы советскому вертолету физически некуда было сесть. Ни запретами, ни угрозами. Просто завалили палубу так, чтобы сесть было негде. Тихо, буднично, без скандала. И все это время труба шла вниз.
потом обратно вверх, с грузом. И вот на подъеме случилось то, чего и боялись. Где-то на середине пути, на огромной глубине, часть захвата не выдержала. По официальной рассекреченной версии, несколько лап Клементины сломались, и большая часть поднимаемой лодки, та, что в них держалась, оторвалась и ушла обратно, вниз, на те же 5 километров, с которых ее только что оторвали от дна. Назад, на дно, ушло по этой версии самое главное — кормовая и центральная части, то, ради чего, по сути, все и затевалось. А наверх, в лунный бассейн, подняли то, что осталось в уцелевших лапах, носовую часть лодки, по разным оценкам около 12 метров корпуса. Что было внутри этого носа, по официальной версии? 2 торпеды с ядерными боезарядами, часть аппаратуры связи и шифрования, какие-то документы, обломки оборудования. А вот главного, целых шифровальных книг и ракет, в поднятой части, судя по рассекреченным данным, не оказалось. Они, предположительно, остались там, в оторвавшемся куске, на дне. И здесь нужно еще раз честно сказать про границу. То, что подняли только нос, это версия, которую дают в основном по показаниям очевидцев и по анализу видеозаписей. Ее приводят такие исследователи, как Полмар и Уайт. Официальные документы об этом скупы. Есть и другая, книжная версия, я о ней говорил, что подняли куда больше. Доказанной из них нет ни одной до конца. Поэтому я держусь осторожной формулировки. Подняли часть, главное потеряли. Так это подается в большинстве серьезных источников. Но во всей этой истории про железо, шифры и сорвавшиеся лапы есть один момент, который железа уже не касается. И он, на мой взгляд, главный во всей операции. В поднятой части корпуса нашли тела 6 советских подводников. 6 наших моряков. С той самой К-129. С базы в Рыбачьем. Тех, кому домой пришла короткая бумага «признан умершим», без места и без даты, они оказались здесь, в лунном бассейне американского судна посреди Тихого океана. И вот что с ними сделали. Не выбросили, не спрятали как улику. Американцы провели морское захоронение по полному воинскому обряду, по морскому закону, который не делит погибших на своих и чужих. Останки уложили, насколько известно, в стальной контейнер, прозвучали слова прощания. Церемонию засняли на пленку. Сентябрь 74-го. 6 советских моряков, погибших противников в самый разгар холодной войны, преданы морю чужими руками, но по воинской чести. И эта пленка пролежит еще 18 лет. Только в 92 году, когда холодной войны уже не будет, директор американской разведки лично передаст эту запись церемонии руководству России. И только тогда у нас впервые увидят, как хоронили 6 из тех 100. Спустя 24 года после того, как они не вышли на связь 8 марта, я не знаю, что чувствовали семьи, которым показали эту пленку. Об этом, наверное, и не нужно гадать вслух. Но сам жест, когда противник, тайно поднявший твою лодку, все-таки хоронит твоих людей по закону моря и через 20 с лишним лет привозит тебе запись, этот жест в истории холодной войны стоит особняком. Война войной, разведка разведкой, а вот это отдельно. Теперь вернемся к самой операции, потому что с точки зрения секретности ее, в общем, почти провернули чисто. Смотрите, что получилось. Судно отработало 2 с лишним месяца, подняло часть лодки. Советские корабли так и ушли, по сути, ничего толком не поняв. Стояла какая-то американская шахта над пустым местом и ушла. Прикрытие с конкрециями держалось. Имя Хьюза работало. Сами материалы увезли. Да, главное сорвалось на дно, но сам факт операции, сам факт, что американцы вообще лазили к К-129, оставался тайной. А именно это и было важнее всего, по тому самому правилу из 1 главы. То есть все почти получилось. И вот тут то, ради чего эту главу стоило рассказывать до конца. Эту гигантскую, 800-миллионную, выстроенную годами операцию, которую не смогла раскрыть советская разведка, не смог раскрыть советский флот, дежуривший в полумиле, провалила не это. Ее провалила обычная кража со взломом. Заурядная, мелкая, уголовная. Каким образом ограбление офиса обрушило самую тайную операцию холодной войны в следующей главе? Случилось это так. В июне 74-го, примерно в те же недели, когда Glomar Explorer работал в океане, в Лос-Анджелесе ограбили один офис. Контора компании Samma Corporation — это была фирма, через которую формально шли дела Говарда Хьюза. Обычное ночное ограбление.
Вскрыли, вынесли, что было, какие-то ценности, документы, бумаги из сейфа. Самая заурядная уголовщина, какие в большом городе десятки за ночь. Воры почти наверняка понятия не имели, что именно они унесли. Им нужны были деньги и все, что можно продать. А унесли они, среди прочего, бумаги, в которых, по некоторым данным, всплывала связь между Хьюзом и американской разведкой. Та самая ниточка, которую так старательно прятали за легендой о добыче руды со дна океана. И вот тут разведка совершает ход, который, на мой взгляд, и погубил всю тайну. Не воры, разведка сама. Потому что в ЦРУ, узнав, какие документы могли уйти с тем ограблением, запаниковали и начали эти бумаги искать. Подключили ФБР, полицию Лос-Анджелеса. Стали тихо, но настойчиво интересоваться обычным городским ограблением на самом высоком уровне. А теперь представьте себя на месте полицейского или репортера. Обокрали какой-то офис, дело копеечное по меркам города. И вдруг вокруг этого мелкого дела начинают виться люди из ФБР и расспрашивать с таким нажимом, будто украли государственную тайну. Любой нормальный журналист на это поведет носом. С чего вдруг? Что в этих бумагах такого? То есть разведка, бросившись спасать секрет, сама же ткнула в него пальцем. Чем сильнее они суетились вокруг этого ограбления, тем очевиднее становилось, что за Суммой и Хьюзом что-то прячется. И ниточка поползла. К началу 1975 года история уже потихоньку расходилась по редакциям. Газетчики чуяли, что за судном Хьюза стоит не добыча руды, а что-то секретное и морское. В феврале 1975-го Лос-Анджелес Таймс дала первую публикацию. Пока еще с ошибками, с неточностями. Даже океан, кажется, перепутали. Но суть была названа. За Гламаром стоит разведка и подъем советской подлодки. И здесь произошел редкий по тем временам эпизод. Директор ЦРУ Уильям Колби лично обзванивал руководителей крупнейших изданий и просил придержать, не печатать. Объяснял, что речь о незавершенной операции, что на кону жизни и большая политика. И, что удивительно, какое-то время это работало. Несколько ведущих газет и телеканалов действительно молчали, по личной просьбе. Сегодня в такое верится с трудом, но тогда сработало. Молчали недолго. В марте 1975-го один известный журналист все-таки выдал историю в национальный эфир. И все. Дальше держать было нельзя. Тайна, которую строили годами за 800 миллионов, за 2 недели разошлась по всей стране. И вот тут рождается то, ради чего, честно говоря, я эту главу и люблю больше всех остальных в нашей истории. Потому что из этого скандала родилась фраза, которую вы 100 раз слышали, и наверняка не знали, откуда она взялась. После всех публикаций в ЦРУ посыпались официальные запросы. По американскому закону о свободе информации любой гражданин, журналист, организация может потребовать у госоргана документы. И вот посыпались требования. Подтвердите или опровергните, что у вас есть материалы по операции с подъемом советской подлодки. Дайте документы по Гламару. И юристы разведки оказались в ловушке. Сказать «да, есть», признать операцию официально, со всеми последствиями. Сказать «нет, ничего нет», соврать, а если потом всплывет, поймают на лжи. И они придумали третий ответ, формулировку, которой раньше, по сути, не было. Они ответили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть само существование запрашиваемых материалов. Вот так, ни да, ни нет. Мы не скажем вам даже того, есть ли у нас вообще такие бумаги. Сам факт их наличия или отсутствия — это уже секрет. И эта формулировка прижилась. Ее назвали по имени судна — ответ Гломар или гламоризация. Это стало полноценным юридическим приемом, который живет в американском праве до сих пор. Когда госорган не хочет ни признавать, ни отрицать, он отвечает по формуле Гломар. Полвека спустя ее все так же используют в судах. И знаете, что меня тут добило окончательно? Когда ЦРУ в 2014 году завело, наконец, официальный аккаунт в Твиттере, их самый первый твит был в вольном переводе что-то вроде «Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, что это наш первый твит». Сами над собой пошутили, спустя 40 лет. То есть единственное, что эта гигантская операция родила навсегда, наверняка, без всяких версий, это недобытый секрет, это фраза, способ красиво промолчать. А что с самой операцией? После того, как все попало в газеты, был план вернуться. Ведь главное, ради чего все затевалось, осталось лежать на дне.
оторвавшаяся часть с шифрами и ракетами. И Гламар теоретически мог сходить за ней второй раз. Не сходил. И не мог уже, потому что теперь Советский Союз все знал. Знал, что американцы лазили к Каста-29, знал точку. И поставил над этой точкой постоянное дежурство своих кораблей. Возвращаться туда было бессмысленно и опасно. Второй заход тихо отменили. Вот и вся развязка. Самую дерзкую, самую дорогую, самую немыслимую разведывательную операцию Холодной войны не раскрыл ни вражеский флот, ни вражеская разведка. Ее обрушила цепочка из мелкого ночного ограбления и собственной паники тех, кто бросился прятать концы. И тут я ловлю себя на той же мысли, что и в истории про корабли-призраки. Самые большие тайны рушатся не от большого, а от ерунды, от случайной бумажки, от забытой записки. От воров, которые сами не знали, что унесли. Остается один вопрос. Холодный и неудобный. 800 миллионов. Годы работы. Сорванный с дна корпус. Утонувшее обратно главное. А что в итоге-то узнали? Стоила ли вся эта охота того, что в ней добыли? С этим и с тем, что связывает все три наши истории воедино, разбираемся дальше. Ответ на этот вопрос зависит от того, что считать призом. И вот тут, в зависимости от точки зрения, Азарян оказывается то крупнейшим успехом, то дорогим провалом. Причем оба ответа — правда. Начну с официального. Сегодня американская разведка числит Азарян среди своих главных операций Холодной войны. Не обязательно потому, что добыли, а по самому факту. Они сделали то, чего никто в мире не умел и не считал возможным. Подняли часть подлодки с 5 километров. Это инженерный и организационный рубеж, который не брал никто. А теперь другая сторона. И что любопытно, говорит ее не критик, не журналист, а сам директор ЦРУ Уильям Колби. Тот, что обзванивал газеты. По полноте поставленных задач он называл миссию, по сути, неудачей. Потому что главного, целых шифровальных книг и ракет, не добыли. Они ушли на дно вместе с оторвавшейся частью. А ведь именно ради них все и строилось. Достали торпеды, какие-то фрагменты аппаратуры, обломки, но не сейф целиком. То есть смотрите, что получается. Если приз — это содержимое того сейфа, шифра советского флота, то операция провалена. За 800 миллионов подняли то, что в общих чертах и так знали. А если приз — это сама способность дотянуться до дна, поднять, заглянуть, то операция выиграна с разгромным счетом. Меня в этой истории зацепило именно это раздвоение. Одна и та же операция по одним и тем же фактам, и триумф, и пшик. Зависит только от того, зачем именно, по-твоему, охотились. Что она дала системно, если отступить на шаг? Две вещи. Первое — понимание. Даже неполный улов, даже куски корпуса и оборудования дали американцам уточнить, на что способен советский подводный флот, как устроены наши лодки этого поколения, как сделаны боезаряды, как организована связь. Не сенсация, но кирпич в общую картину, которую разведка собирает по крупицам годами. А второе, и вот это, на мой взгляд, важнее и почти всегда остается за кадром, технологии. Чтобы найти лодку, сфотографировать ее на дне, навести на нее захват, понадобилось создать с нуля целый набор глубоководной техники. Буксируемые аппараты с камерами, системы точного позиционирования над бездной, аппаратуру, которая работает под чудовищным давлением. Все это потом никуда не делось. Тот же буксируемый гидроакустический и разведывательный комплекс, отработанный на поиске К-129, лег в основу следующей дерзости — операция Ivy Bells. Когда американцы научились подключаться прямо к советскому подводному кабелю связи на дне Охотского моря и месяцами писать переговоры. Это отдельная огромная история, я ее сейчас разворачивать не буду, может, как-нибудь сделаем целиком, но корни у нее здесь. В умении тихо работать на дне, которое выросло из охоты за нашей лодкой. И вот тут самое время связать все три истории, ради которых мы вообще сегодня собрались. Потому что по отдельности это три разных сюжета из разных эпох, а вместе одна мысль. Первая охота. У-505, 44 год. Приз — шифр. Машина «Энигма», кодовые книги. Добыча на один сезон. Настройки сменятся, и все устареет. Прыгнули за борт, схватили, спрятали, год молчали. Вторая. Тип 21 после 45-го. Приз — инженерия. Не бумажка, а идея, как устроена подводная лодка будущего.
Добыча на эпоху. Из нее на 10-15 лет выросли подводные флоты всех великих держав, наш в том числе. Не хватали за борт, охотились медленно, по верфям и чертежам. Третье. Каста-29 и Азариан, 74-й. Приз — сам факт, что дотянулись. До дна, до глубины 5 километров, до того, что считалось недосягаемым в принципе. И каждый раз, в каждой из трех, приз был внутри. Не сама лодка, как кусок железа, а то, что она несет. Шифр, чертеж, содержимое. И каждый раз главным было одно и то же — не добыть. А чтобы противник не узнал, что ты добыл. Потому что в ту секунду, как он узнает, добыча обесценивается. Немцы сменят настройки «Энигмы». Русские сменят шифры с утонувшей лодки. Все. Поэтому за Ю-505 молчали под трибуналом. Поэтому Азариан рухнул не от подъема, а от того, что тайна вышла наружу. Тайна добычи всегда была дороже самой добычи. Ровно то правило, с которого мы начинали. И еще одно надо сказать честно, потому что иначе будет нечестно. Где у всей этой истории кончается то, что мы знаем? Азариан рассекретили в 2010 году. Тогда американская разведка опубликовала свой внутренний обзор операции. Большой документ. Но с вымарками, с закрашенными кусками. Часть материалов засекречена до сих пор. Что именно подняли, что нашли внутри, что сделали с этим дальше, сколько на самом деле было заходов и попыток, по части вопросов открытого ответа нет. И вот ровно поэтому вокруг Азариана до сих пор живут книжные версии. Те самые на самом деле подняли все, там было особое ЧП, нам не все рассказали. Я о них говорил и повторю позицию. Они не подтверждены. Но честно признаю и обратное. Раз часть документов закрыта, я не могу сказать вам, что официальная версия точно полная. Я могу сказать только то, что есть в открытых, проверяемых источниках. А где архив молчит, там молчу и я. Не достраиваю красивое, просто отмечаю, вот здесь стена, за которую нам пока не пускают. Если вам важно, чтобы про такие вещи рассказывали именно так, отделяя рассекреченное от досочиненного, и, честно говоря, вот этого мы не знаем, а не подавая догадку под видом сенсации, подпишитесь. Часть этой истории все еще засекречена. Архивы, и наши, и американские, открываются медленно. Что-то рассекретят и через 5 лет, и через 20. И когда это случится, мы спокойно вернемся и разберем по фактам. Без «вот это от вас скрывали». По документам. На этом про железо у меня, в общем, все. Про шифры, чертежи, тросы и клешни. Это мы разобрали. Но остается то, что ни в каком архиве не лежит и ни в каком сейфе не поднимешь. И вопрос, который после всех этих операций становится только громче. Не про лодки, про людей внутри них. О них следующая короткая глава. Про людей внутри — это как раз там, где у меня больше всего вопросов без ответа. И где я, честно говорю, не знаю. Начнем с самого простого, которое так и осталось сложным. От чего на самом деле погибла К-129? Версий несколько. Что был взрыв водорода при зарядке батарей, частая беда дизельных лодок, что лодка провалилась за предельную глубину и корпус не выдержал давления, что случилось что-то с одной из ракет в шахте, с ее топливом. Звуки на записях САСУС вроде бы укладываются то в одну картину, то в другую. Каждая версия что-то объясняет и что-то оставляет за бортом. Доказанной нет ни одной, спустя почти 60 лет. И знаете, что тут самое неприятное? Лодку-то осмотрели, сфотографировали, часть подняли. Ответ, возможно, и лежит в этих материалах, но они закрыты. Ровно та ситуация, когда разгадка, может быть, существует, а доступа к ней нет. Что лежит на дне сейчас? Та самая оторвавшаяся часть, кормовая и центральная. С ракетными шахтами, с ядерными боезарядами, которые туда не пускают уже почти 60 лет. С тем, что осталось от экипажа. Все это так и лежит на 5 километрах в той же точке посреди Тихого океана. Никто за этим больше не возвращался. И, скорее всего, не вернется. И поверх всего этого два закрытых архива, наш и американский. В одном, что и как искали, что докладывали наверх, что решили скрыть от семей и почему. В другом, что подняли на самом деле, сколько было заходов, что нашли внутри. Две стены с двух сторон океана, и за обеими куски одной и той же правды. Но меня в этой истории, если честно, под конец перестало занимать железо. Совсем.
Потому что есть слой, который не закрыт ни одним грифом. Около 100 семей на Камчатке, в поселке Рыбачий, которым в марте 68-го пришла бумага «признан умершим». Без места, без даты, без причины. Люди, которые десятилетиями не знали даже, где именно. Океан большой, сказали им, и все. И на другом берегу той же войны немецкие семьи с Ю-505, которым почти год вообще говорили, что их сыновья и мужья погибли. А они были живы в Луизиане. Только знать об этом было нельзя. Мешало тайне. Вот это и есть, если совсем по сути, цена той самой тайны добычи, с которой мы начали. Тайна добычи — это ведь всегда чье-то незнание, конкретное. Чья-то мать, которая так и не узнала где. Чья-то жена, которой сказали неправду, чтобы не сменили шифр. За каждым «не подтвердим» и «не опровергнем» где-то стоит человек, которому именно поэтому не сказали правду о близком. И вот что остается, когда все железо разобрано. Во всех этих операциях, в рассекреченных обзорах, в наградных листах, в книгах про Энигму и Клементину имена людей внутри лодок стоят последними, если стоят вообще. Сначала идет техника, потом инженеры и адмиралы, потом политика. А те, ради железа которых, по сути, и крутилась вся холодная война, те, кто был внутри, где-то в самом конце списка, мелким шрифтом или вовсе цифрой, экипаж около 100 человек. За все эти шифры, чертежи и ракеты в итоге расплатились именно они, и их имен мы как раз чаще всего и не знаем. И вот тот образ, на котором мне хочется все это оставить. 5 километров черной воды. Свет туда не доходит уже на первых 200 метров. Дальше сплошная темнота. Ровная, холодная, под чудовищным давлением. И там на дне лежит оборванная часть лодки. Та самая, что сорвалась с клешни на полпути наверх и ушла обратно. С ракетными шахтами. С тем, что осталось от людей, которых море так и оставило себе. Никто за ними больше не пришел. Ни мы, ни те, кто однажды почти дотянулся. А где-то наверху, на свету, в кабинетах живет фраза: «Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть». Ее придумали ровно ради этой лодки. И она пережила и саму операцию, и холодную войну, и почти всех ее участников. Спокойная такая формула, вежливая. За ней по-прежнему можно спрятать что угодно. И вот мне в этом мерещится горькая ирония, которой я закончу. Ради нескольких ящиков с шифрами строили корабли-призраки за сотни миллионов долларов. Прыгали в воду к тонущим лодкам под невзорвавшийся заряд, опускали 3 мили стальных труб на дно океана и поднимали оттуда железо, которое до этого не поднимал никто и никогда. Тратили годы, состояние, гений лучших инженеров эпохи. А самое простое — имена. Кто именно был внутри, как их звали, что они любили, кого ждали, кем были до того, как стали строчкой «экипаж» около 100 человек. Вот это самое простое чаще всего так и оставалось на дне. Его не поднимали. За ним не строили судов. Оно почему-то всегда оказывалось не главным призом. Шифры достали, чертежи скопировали, лодку сфотографировали с подсветкой, а людей оставили цифрой. Полную историю одной только операции «Азариан», кстати, со всеми подробностями подъема, у нас на канале есть отдельным роликом. Если хотите нырнуть именно в нее глубже, ссылку оставлю. Здесь она была одной из 3. Там целиком. А теперь то, ради чего я вообще это рассказываю. Я ведь не из учебника читаю. Среди вас наверняка есть те, кто к этому ближе меня на целую жизнь. Может, кто-то из ваших близких служил на флоте, на подводных лодках, на севере, на Камчатке, на Тихом океане. Может, в семье рассказывали про какую-то лодку, которая ушла и не вернулась, и вы тогда были малы и не переспросили, а теперь и спросить уже не у кого. А может, кто-то из вас еще в те годы слышал глухие разговоры, слухи про какой-то американский корабль, который что-то поднимал в океане и которому никто тогда не верил. Напишите, правда. Вот эти ваши строчки в комментариях — это часто единственное место, где имена, которых нет в архивах, все-таки звучат. Где экипаж около 100 человек снова становится конкретным человеком, с лицом, с фамилией, с историей. Я их читаю все, и, честно, ради них во многом все это и делаю.
И если хотите, чтобы про наш флот и про эти тайны и дальше рассказывали так, спокойно, по фактам, отделяя правду от красивой выдумки и не забывая про людей за цифрами, подпишитесь и останьтесь. Нас, кто разбирает это честно, без крика и без вранья, очень немного. А лодка так и лежит. 5 километров вниз, в темноте, которой нет конца. И море, как всегда, своего не отдает.